Всем доброго утра. Итак, друзья мои, я хочу подарить вам очень важные и нужные работы, которые вам помогут в различных аспектах жизни. Эти ритуалы, точнее эти заговоры ритуалы, потому что это такие маленькие ритуалы, но они не менее сильны, чем, скажем, определенные обряды с разными подношениями, с различными соблюдениями правил и прочее. Вот эти маленькие ритуалы, заговоры вам помогут выпутаться из сложных ситуаций, если вы правильно их будете делать. Я думаю, что многие знают шаманов севера России. Но мало кто знаком с шаманизмом, мало кто знаком с верованием шаманов, с их работой. Как-нибудь я посвящу этому целую тематику, а может и прямой эфир. Но чтобы сейчас вам не объяснять это все, да, все тонкости, я просто по ходу заговора буду вам говорить, к чему это обращение, для чего это обращение. И, естественно, вам немного станет более близкая и знакомая история шаманизма, именно северного шаманизма. В северном шаманизме есть очень много различных течений, которые перемешаны, скажем. Есть много тюркских элементов, алтайские шаманы, например. Есть элементы этнических групп угро-финских народов. Есть элементы монголоидной расы. То есть это настолько пестрое, например, шаман. Ага, увидели? Я думала, что при включенном свете они не так сильно выделяются. Оказывается, они и при включенном свете выделяются. Настолько иногда отвлекают, вот так появятся из ниоткуда и летят прямо на меня. Значит, например, шаман одного села может работать совершенно по-другому, чем шаман соседнего села. У них настолько могут быть разные и этнические принадлежности, и работа, тип работы, и язык, и этнология. То есть очень много разного. То есть один шаман может быть тюркского происхождения, второй шаман может быть происхождения угро-финского, третий шаман может быть татарского происхождения, четвертый тюркского, да, уже сказали, да, монголоидной расы принадлежащие, немцы, чукотские шаманы, известные своими сильными работами, алтайские шаманы и так далее. То есть их великое множество. Вот, казалось бы, национальные меньшинства севера России, да, они вроде маленькие народы. Вот Карелия, марийцы, коми, много там. Казалось бы, маленькие просто группки народов. Но у этих народов такая пестрота поверий, ритуалов, обрядов, что иногда просто диву даешься, насколько оно разнообразно. Я выделила, знаете, более такую, скажем, более большую группу шаманского направления, северных шаманов, которые именно концентрированы на Алтае, алтайские шаманы. И выбрала оттуда определенные, скажем, определенные этнические такие ритуальные части, которые использовала в своих работах. То есть это основано, понимаете, как основа должна быть в магии, когда ты создаешь нечто, то желательно следовать традициям. Есть, естественно, новоделы, есть и свои работы, есть абсолютно свое, вообще независимое ни откуда. Но когда ты создаешь, желательно, чтобы основа была древняя. То есть либо поверье,
либо определенные силы, к которым обращались в разное время, разные авторы по-разному, создавая свои шедевры. Но основа одна, она может очень хорошо работать. То есть это уже сущности, которые тысячелетиями настолько укрепились, настолько сильны, настолько их эгрегор, вот их поле силовое сильное вокруг них, что уже не требуется особых таких жертв своей энергии, своей силы для того, чтобы добиться желаемого, потому что основа именно та самая древность. Поэтому есть абсолютно новоделы, есть те, которые созданы на основе более древних поверий, ритуалов, заговоров и так далее. Вот здесь собраны, в принципе, в основном этническая часть, в основном ритуальная часть, поверья, обряды, поверья, обращения, молитвы шаманские и так далее. И на этой основе созданы шаманские вот заговоры, ритуалы, с которыми я хочу с вами поделиться. Итак, если у вас внутренняя тревога, страх, какие-то неприятные предчувствия, откройте окно и читайте столько раз, пока вам не станет легче, не полегчает. Солнце дождя не боится, сердце страха не боится, да будет мир в душе, будет так, как говорится, свершилось. Еще раз. Солнце дождя не боится, сердце страха не боится, да будет мир в душе, будет так, как говорится, свершилось. Следующий момент. Если в жизни такая ситуация, что, например, вам нужно, чтобы ваше слово прошло, чтобы духи пришли к вам на помощь, и в этот момент, скажем так, оглушили все голоса, и ваше слово было ведущим. Чтобы, ну, скажем так, замолчали конкуренты, если у вас есть, да, фирмы, может быть, чтобы на собрании, где вас критикуют, все замолчали, и ваше слово было первейшим и так далее. Скажите шепотком 5 раз. Основные шаманские цифры – это 5, 11, 23. Вот почему-то именно эти цифры выбраны шаманами как для повтора заговоров, ритуалов. И они имеют определенную, скажем так, определенный смысл, но об этом я поговорю. Здесь не хочу слишком много информации, чтобы вы не запутались. Нужно говорить 5 раз. Можно шептать перед тем, как идти. Либо просто для себя говорить каждый день, чтобы ваши дела пошли в гору, чтобы ваше слово стало главным. В семье или на работе, или вообще на просторах интернета, смотря где вы живете, где вы работаете, да? Муравьи собрались, идут на орла. Орел клевал одного, второго, всех переклевал и дальше полетел. Я тот орел, а они муравьи. Да будет так. Вообще дух орла в шаманских ритуалах, связанных с тотемизмом, очень силен. Считается, что орлами становятся те, которые по жизни были воины, сражающиеся люди. В жизни сражались, либо на поле брани сражались, после смерти они превращаются в орлов. То есть их дух вселяется в орла. Кстати, на этой основе и песня, если помните, мне кажется порою, что солдаты, да, и так далее, Кобзон пел, если помните. Удача. Значит, в религии шаманов, вообще в алтайской религии, да, скажем так, у Май есть бог удачи, дарующий удачу, умножающий благо человека, имущество, хозяйство его расширяющий, его двор делающий богатым, его дом делающий благополучными, как бы полным чаши. Обращались к Умаю, когда шли сватать невесту, чтобы
сватовство прошло благополучно, чтобы молодые начали свою жизнь благополучно, благословляли молодых с именем ума и Бога. И вот здесь, если вы хотите получить помощь ума и Бога, например, все что угодно. Вы хотите купить машину, чтобы вам уступили в цене, хотите кредит взять, если вам нужно для своей там работы, бизнеса, хотите хорошую работу получить, идете на собеседование. Ну, в общем, не мне вам говорить, в каких моментах жизни нужна удача. Мне кажется, удача нужна всегда и всюду. Перед тем, как идти, напишите на бумаге красными чернилами имя Бога Умай. Ну, вот прям большими буквами, можно печатными, как вам удобно. И положите под сердце. Ну, женщины могут положить в лиф, мужчины могут свернуть, там, положить в карман куда-нибудь. Ну, важно, чтобы это было на сердце или под сердцем, то есть носить, как говорят. Можете взять, скажем, написать и надеть на веревку, там, привязать эту бумагу, да, в кулек свернуть и надеть как ожерелье, как цепочку, как угодно. Но чтобы оно было просто ближе к сердцу. И идти на собеседование. Но перед тем, как написать, читать нужно 5 раз. Потом написать имя Бога на клочке бумаги, положить под сердце или ближе к сердцу и идти на собеседование или на любое другое дело, где вам нужна удача. Великий Умай, мою удачу приумножай. Дай мне силу, дай дойти до цели. Великий Умай, мне удачу дай, прошу, жду и получаю. Бесхитростные заговоры, но очень сильные, потому что обращение прямо к шаманским богам, к северным богам, но к северным богам Алтая, скажем так. Это немножко не тот север, который мы сразу понимаем. Суровые северные боги, скандинавские, кельтские, они немного иной функции. Здесь другой. Хотя шаманские боги не менее суровые. Но в таких случаях они как бы проявляют свою милость, скорее всего. Они к обычному человеку не так требовательны, как требовательны они именно к их служителям, к тому, кто посвящает свою жизнь, служа им, кого они призывают. Понимаете, к обычному человеку они снисходительны, даже если обычный человек что-то неправильно сделал по отношению к ним, не так попросил, не так откупился. Если вас проклинают, если строят козни, напишите имена людей, которые это делают. Напишите просто список этих имен, сожгите на красной свече и говорите этот заговор 11 раз. Хочу вам сказать, что бог Эрлик у шаман – это бог потустороннего мира и страны снов. Бог Эрлик – это, ну, если так уж напрямую, это бог смерти, разрушения. Он очищает мир для того, чтобы появилось место для новой жизни, для новых свершений. Он уносит в страну снов старых людей, он уносит ненужные события в страну снов, в забытие. И обращение к нему не случайно. Итак, пишем по списку имена врагов. Если вы не знаете своих врагов и вам строят козни, то есть невидимые враги, и вы боитесь, не знаете, как с этим быть, напишите «невидимые враги». Сожгите, значит, пепель где-нибудь соберите в такой емкости, чтобы, естественно, было удобно, и прочитайте 11 раз. Потом развейте этот пепель по ветру. Ну, можно просто кинуть в окно. Не выкидывайте, не в мусорку. Если вы не смогли, там момент не получился это развеять, значит, сделайте еще раз. Но выкидывать нельзя, иначе не подействует. Вы должны отдать Богу их. Эрлик, забери мысли моих врагов, свой мир снов. Да не долетят до меня стрелы их с проклятиями, как не долетят стрелы до оленя у скверного охотника.
Да будет так. Эрлик, собери мысли моих врагов в свой мир снов. Да не долетят до меня стрелы их проклятий, как не долетят стрелы до оленя у скверного охотника. Да будет так. 11 раз читаем, и нужно развеять пепел по ветру. После этого их мысли, их дела абсолютно не будут иметь никакого толку. Что бы эти люди ни делали вокруг вас, они все равно будут натыкаться на абсолютное безразличие со всех сторон. То есть их слово не будет иметь никакой силы. Новые знакомства. Если вам нужны новые знакомства, новые партнеры, в конце концов, если вам нужны, скажем, клиенты для вашей работы, может, вы ведете там сайт торговли, да, на канале, может, у вас турагентство и так далее. Вам нужны новые знакомства или новые люди, которые придут со своими идеями, предложениями, деньгами, просьбами и так далее. Возьмите стакан воды, начитайте на стакан 5 раз, половину выпейте, половину вылейте себе на ноги. Ну, идите, становитесь там в ванной и вылейте себе на ноги. Потому что к вам должны прийти своими ногами к вашим ногам, ближе. Правильно? Пасть к вашим ногам. То есть просить у вас, к вам прийти с поклоном. Поэтому надо половину выпить, а половину вылить себе на ноги. Но уж прям четкую половину не надо обозначать. Просто какую-то часть выпить, какую-то вылить. Значит, с этой просьбой нужно обращаться к богу Ульгенхан, который бог веселья, бог новых знакомств, бог новых возможностей, бог открывания врат счастья, считается он, бог, дарующий новые идеи, показывающий дорогу к богатой жизни, к благополучию. То есть он лучше знает, кого привести, как привести и кто вам принесет удачу. Запомните, когда вы обращаетесь к богам, к силам с любой просьбой, они никогда вам плохого не принесут в жизнь. Потому что то, что дают боги, это то, что дает судьба, то, что лучше для человека. Понимаете, как родитель, который плохого не посоветует. Итак, читать на воду 5 раз. Ой, Ульгенхан, пошли мне в жизнь нужных людей, с острым умом, полным идей, для помощи мне и для жизни новой. Пошли мне людей нужных и дельных. Прошу, заклинаю, получаю. Ой, Ульгенхан, пошли мне в жизнь нужных людей, с острым умом, полным идей, для помощи мне и для жизни новой. Пошли мне людей нужных и дельных. Заклинаю, прошу и получаю. В конце я скажу, что любят откуп шаманские боги. У них практически у всех один и тот же откуп, поэтому я в итоге вам скажу. Можете откупаться сразу после этого, можете, когда получите. В любом случае откупайтесь. Если хотите, чтобы в трудной ситуации жизненной все-таки вы вышли победителем, а в нашем мире, когда безмозглые смеются над умными, да, и урод над красотой смеется, если помните. Амар Хайям как сказал. Урод над красотой смеется, дурак над гением Творца, продавший нежно улыбнется, предавший верности клянется, и нет не помню, нет начала и конца. Так вот, когда в мире, где урод над красотой смеется и глупец над гением Творца, иногда нам требуется защита богов для того, чтобы выйти из ситуации быстрее, не отвлекаться, не отдавать свою силу и нервы куда не следует, и продолжать свою дорогу. Так вот, на победу вам понадобится белая свеча. Читать нужно 5 раз. Да, белая свеча и земля. Я понимаю, что в зимнее время не очень легко достать землю, но вам придется, если вы хотите эту победу, вам придется выковырить немного земли из любого места. Естественно, не кладбищенской, а обычной земли. Отнести, разложить на бумагу можно,
на какую-нибудь... Ну, старайтесь бумагу не брать, но можно на тарелку такую, да, разложить эту землю. Посреди поставить белую свечу, 5 раз заговорить, оставить свечу догореть, а потом все это вернуть обратно под дерево с определенными словами. Обращение нужно, читать Тенгри Богу. Тенгри Бог, у северных шаманов есть Бог-творец, дарующий силу, дарующий жизнь, ведущий человека по жизни, тот, который решает человеческие судьбы, тот, который имеет право повелевать. И за защитой, за помощью обращаются к Богу-творцу, Тенгри Богу. 5 раз читать этот заговор, оставить догореть свечу, эту землю вернуть под дерево с определенными словами. Итак, меня Тенгри Бог любит и бережет, с войском своим, со свитой своей за спиной стоит, за меня горой, скалы крошатся перед мощью его, преграды рушатся, враги склоняются, под руку меня Тенгри Бог ведет по их головам. О, Тенгри Бог, услышь меня, и да будет так. Еще раз. Меня Тенгри Бог любит и бережет, с войском своим, со свитой своей, за спиной стоит, за меня горой. Скалы крошатся перед мощью его, преграды рушатся, враги склоняются, под руку меня Тенгри Бог ведет по их головам. О, Тенгри Бог, услышь меня, и да будет так. Землю вернуть обратно, но не на то место, где взяли, можно на любое место, желательно под дерево. И говорим: земля к земле, а сила Бога Тенгри ко мне. Опять оставляем догореть свечу, вместе с землей возвращаем под дерево и говорим: земля к земле, а сила Бога Тенгри ко мне. Отворачиваемся и уходим. Все боги Алтая, северные шаманские боги, подношения любят фрукты, мелкие, знаете, такие измельченные сладости, сухофрукты, блестящие вещи, но поскольку блестящие искать не очень удобно, можно просто монеты, горстку монет, просто не считая, положить. Красное вино, пиво, потому что в Алтае с древних времен варили пиво. Определенное пиво, но такое пиво вы искать не будете, конечно. Медовое пиво, медовуха называется, потому что есть и медовое пиво, не только медовая водка. Между прочим, медовое пиво, оно очень необычное. Вот. И рецепт настоящей медовухи знает мало кто. Основное количество это подделка. Вот такого рода подношения. Можете эти подношения делать сразу после как начитали, провели этот ритуал. Можете потом, когда результат будет. Но в любом случае подношения должны быть, и уважение к богам тоже, если вы хотите все время к ним обращаться и получать помощь. Удачи вам, и пускай удача северных шаманов вам сопутствует. Всего хорошего.